И всем привет! Сегодня мы попробуем сделать что-то вот подобное. Именно написание текста. Как будто бы вы печатаете его в Word где-нибудь или в Гугле что-то ищете. Работка была сделана на Fiverr. Вот такая вот сумма. Вот такой результат. Вот такой отзыв. Самое главное. Приятненький. И много-много звезд. Давайте попробуем повторить это. Как всегда, заходим в After Effects. Создаем новую композицию 1920 на 1080, 2997 кадров нам хватит и допустим 10 секунд времени. Все, не будем работать. Давайте напишем какой-нибудь текст. Почему TikTok? Ну, пускай будет TikTok. Кстати, я правильно написал TikTok? Наверное, правильно. Тут, наверное, где большие буквы. И шрифт прям очень мне не нравится. Давайте попробуем. Да, импакт пускай будет. Значение 100 на 100. Выровняем по центру. И попробуем с ним работать. Еще немножко его расширить. Итак, чтобы сделать появление букв последовательно друг за другом, мы заходим в настройки текста. Animate по opacity, то есть по прозрачности. Раскрываем настройки. Говорим, что прозрачность у нас должна быть по умолчанию 0. И сначала вот это вот ползунком мы можем анимировать. Таким образом, к примеру, старт на первом кадре поставить 0%. А, к примеру, давайте на 3 секунды или много 3 секунд. Давайте 1 секунду. У нас мало букв. За 1 секунду, я думаю, человек наберет такой текст. Делаем старт на 100%. Но появление букв, она вот плавное происходит. Нам этого не нужно. Поэтому заходим в дополнительные настройки и smooth, то есть такую плавность, вводим на 0. Таким образом, буквы будут появляться одна за другим, как нам это и надо. Если это сложно, то есть еще более простой способ. Давайте удалим настройки и просто зайдем в эффекты, которые у меня не были подключены. Вот я их вернул. Окно эффектов. И введем здесь такой эффект, ну уже как бы предустановка TypeWrite. Ползунок на начало, это важно. Кидаем TypeWrite и смотрим. Вот у нас происходит анимация букв. Единственное, что нам можно только пощелкать, отрегулировать ползунки, так как мы хотели, на 1 секунду. И все. Максимально легко и быстро. Теперь же нам нужен курсор. Курсор, который идет перед буквами. Перед тем, как появляется, да, вот этот курсор, который мы видим везде, да, когда мы там что-то набираем, он есть, этот курсор. Делаем его с помощью шейпа. Самого обычного шейпа. Берем инструмент Pen Tool и рисуем, убедившись, что у нас не выбран ни один слой, ни один элемент. Просто вот здесь вот такую линию. Fill можно у него убрать. Это заливка. То есть, если вдруг у нас он будет замкнутый, он зальется красным цветом. Нам это не нужно. Ну, вот. А строк, то есть толщина, давайте увеличим ее на вот такое значение 10, к примеру. Убедимся, что он стоит у нас по центру. У нас для этого есть Windows Align. Это такой вот инструмент, который равняет все наши объекты относительно центра композиции, к примеру. То есть можно вот, оп, мы ровно в центре. Если еще вот этот нажать, то, ну, центр по вертикали и по горизонтали. Но нас сейчас интересует только лишь горизонталь. Правильно? Правильно. Anchor Point желательно привязать к центру, ну, чтобы оно просто визуально было приятнее. Это делается с помощью вот этого инструмента, либо же за нажатием клавиш Ctrl-Alt-Home. Anchor Point падает в центр объекта нашего. Курсор, мы знаем, он мигает, поэтому давайте сделаем его тоже мигающим. Ставим ключик на Opacity. Opacity вызывается с помощью прозрачности, параметра прозрачности с помощью клавиши T. Либо же можем просто открыть все параметры трансформации и найти здесь Opacity. Перемещаемся теперь, пускай он будет первое значение 0,
Перемещаемся. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте на 5 кадров делаем 100%. Раз, два, три, четыре, пять. На 5 кадров вперед и делаем 0%. Можем подрезать область нажатой клавишей N, которая будет рендериться, и посмотреть, как он будет мигать. В принципе, наверное, нас это устраивает. Если нет, можно его чуть-чуть расширить еще на раз, два, три. То есть 8 и здесь. Раз, два, три. Он чуть-чуть медленнее мигал. Вот таким вот образом. И зациклим его с помощью выражения. Сначала нажмем Alt и часики. На уже голубенькие наши часики. Цифры подкрашиваются красным цветом. И здесь можно написать выражение. Мы даже его писать не будем. Мы просто его найдем в выпадающем меню. Вот здесь, где треугольничек. Property. Loop Out. То есть зацикливать в конце ключей анимацию до бесконечности. Таким образом, мигание у нас будет идти до бесконечности, что в принципе нам и нужно. Теперь же осталось анимировать наш ползунок. Давайте, он появляется и мигает несколько раз. И только потом начинает прописывать текст. Поэтому текст мы сдвинем, к примеру, на... давайте на ту же первую секунду. Таким образом, чтобы появился курсор, промигал секунду. И потом по позиции, нажимаем клавишу P, фиксируем ключ, первое положение. Мы анимируем наш ползунок туда же, где заканчивается прописанный текст. Таким образом, мы почти добились того результата, которого хотели. Кстати, вот здесь вот, возможно, вначале он все-таки будет чуть ближе. Почему мы его подвигали ближе? Потому что, давайте вернем назад, мы можем увидеть такой вот неприятные вещи, когда наш ползунок налазит на букву. Для этого придется либо каким-то образом двигать начальную точку, к примеру, да, то есть мы подвинули вперед, либо же двигать все вот эти вот точки, к примеру, выбрать их все вместе и сдвинуть их на один кадр, чтобы они анимировались раньше. Вот такую анимацию мы получили. Есть еще вариант, как по мне, будет более правильный, и давайте его тоже рассмотрим. Анимировать покадрово. Изучим новый вид ключей, который, кстати, редко люди пользуются, а зря. Они очень удобные. И давайте мы их рассмотрим. Удалим финальный ключ, оставим только первый и преобразим его в keyframe, hold keyframe. Передвинемся теперь вперед с помощью Page Down клавиши. И в тот момент, когда появляется буква, наш курсор становится перед ней. Двигаем дальше вперед. Как только появляется буква, курсор ставим перед ней. И так анимируем появление каждой буквы. Таким образом мы получили вот что-то подобное. Это уже более правильный вариант, он более муторный, да, но зато текст появляется именно там, где нужно, и курсор появляется там, где нужно. Что означают эти точки? Keyframe Hold. Это означает, что анимации между ними никакой не будет. То есть мы зафиксировали здесь положение, к примеру, этого курсора. Через какое-то время мы его сдвинули вперед, и между ними, между этими кейфреймами, не будет никакой дополнительной анимации промежуточной. Она произойдет мгновенно и только тогда, когда у нас появится вот этот ключ. Я в коллекции нашел Sound Effect, звуковые эффекты, клацания клавиатуры. Давайте их бросим в программу. Вот они, да, отключим знак видео, нам нужна только звуковая дорожка. Два раза, если нажать L, мы обнаружим нашу звуковую дорожку. Вот она. И подрежем ее таким образом, как нужно. Подгоним под анимацию. И посмотрим, что у нас получилось. Ну да, тут больше эффект именно клацания печатной машинки старой. Также, я думаю, если в интернете поискать, можно найти и
клацания клавиатуры. Так что вот, изучив такие вот легкие вещи, можно уже делать плюс-минус вкусные проекты. Как видите, здесь практически больше ничего я не делал, только анимацию еще этого контура и анимацию иконки вместе с курсором, который клацает на иконку. И все, дальше повторяется. Текст стирается, та же процедура, только в обратную сторону. Текст пишется, текст стирается, текст пишется. И также я хочу вам сказать, что внизу под видео будет довольно-таки полезная ссылочка, в которую вы можете зайти и, во-первых, записаться на курс, который уже будет довольно-таки скоро, 11 января. Да, он платный, но он будет максимально полезный. И также не менее полезный, но правда один урок будет, пробный урок 8 числа. Так что если тебе интересна эта тема, вам интересна эта тема, приходите обязательно. Так что как-то так, надеюсь, увидимся. Всем покеда.